Здравствуйте, уважаемые зрители, я юрист Валерий Табаков. Сегодня 28 июля 2026 года, и я вынужден записать это видео, потому что в информационное пространство брошена информация, которая, если окажется она правдивой, может серьезно повлиять на восприятие одного из самых громких уголовных дел, последних лет, дело об убийстве Ирины Фарион. Я говорю не о слухах из телеграм-каналов и не о домыслах, я говорю о конкретной публикации, которая появилась сегодня, 28 июля 2026 года на сайте Argument.ua и почти сразу была перепечатана порталом Антикор. Вот мы видим эту публикацию. Здесь название: очільник ДПСУ Вавренюк переховує в адміністрації батька підозрюваного в вбивстві Фаріон. Вот это сам Вавренюк, а вот это батька Федор Зинченко. Ну и информация об этом. Правда, тут она не очень конкретизирована, но все же она озвучена и озвучена официально. Поэтому будем разбираться, друзья. Итак, в чем же суть сенсации? Отец Вячеслава Зинченко, того самого 18-летнего парня, которого обвиняют в убийстве известной языковедки, бывшего народного депутата и яркой национальной фигуры Ирины Фарион, старший лейтенант Федор Зинченко. В своих публичных интервью Федор неоднократно говорил, что служит заместителем командира роты одной из бригад и находится на восточном направлении. Однако, по данным журналистов, это не соответствует действительности. На самом деле, авторы этой публикации утверждают, что Федор Зинченко служит в отдельной комендатуре охраны и обеспечения администрации Государственной пограничной службы Украины. Это необычная воинская часть, это подразделение, которое находится прямо в Киеве, в здании администрации ГПСУ по адресу улица Владимирская, 26, то есть в самом центре столицы, на режимной территории, практически напротив квартала зданий Службы безопасности Украины. И самое важное, перевод туда якобы произошел вскоре после задержания сына, то есть после 19 июля 2024 года, когда Ирина Фарион была убита, и после того, как Вячеслава Зинченко взяли под стражу. Авторы публикации делают из этого далеко идущий вывод. Отца, важного свидетеля, подозреваемого или как минимум близкого родственника обвиняемого в особо тяжком преступлении специально укрыли на режимном объекте государственного органа ранга министерства. А поскольку на момент этого перевода нынешний исполняющий обязанности главы ГПСУ Валерий Вавренюк занимал должность первого заместителя и отвечал в том числе за кадровую политику службы, он не мог не знать, кого и с какой целью к ним прикомандировывают. Более того, в материале проводятся параллели с другими резонансными делами, упоминается связь сына с молодежным крылом правого сектора в Днепре
и делается вывод о возможном влиянии высокопоставленных заказчиков на государственный аппарат. Если учесть то, что Вячеслав Зинченко говорил о том, что на него оказывали давление полицейские генералы и угрожали ему, в частности, тем, что его родителям, то есть Федору Зинченко и маме Елене, понадобится охрана, если Вячеслав не возьмет на себя ответственность за убийство Фарион путем самооговора, то вот все это, мягко говоря, в статье изложено, является серьезным заявлением. Поэтому я, как юрист, не имею права просто пересказать их и поставить точку. Я обязан проверить, насколько эта информация подтверждается открытыми источниками, и дать юридическую оценку. Что удалось установить на сегодняшний день? Я специально потратил время на проверку. Во-первых, официальный сайт Государственной пограничной службы Украины. Никаких сообщений о переводе старшего лейтенанта Федора Зинченко, никаких опровержений, никаких подтверждений, тишина. Служба хранит полное молчание по этому поводу. Во-вторых, крупные общенациональные СМИ, я проверил материалы Суспільне, Украинской правды, Лига.нет, Бабель, Цензора, ТСН и ряда других изданий, на момент подготовки этого видео никто из них не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Зинченко-старший служит именно в комендатуре при администрации ГПСУ. То есть история пока остается на уровне инсайда двух изданий. В-третьих, сама отдельная комендатура охраны и обеспечения администрации ГПСУ – это реально существующее подразделение, но официально значится в структуре службы, имеет свой статус, свою территорию и действительно расположена в Киеве, и это не выдумка. В-четвертых, Федор Зинченко действительно давал интервью, в которых позиционировал себя как военнослужащего, находящегося на Востоке. Есть видео, где он говорит о службе в бригаде. Эти заявления зафиксированы. В-пятых, Валерий Вавренюк с января 2026 года действительно исполняет обязанности главы Государственной пограничной службы Украины. До этого он был первым заместителем и по должностным инструкциям отвечал в том числе за кадровую работу. Это тоже подтвержденный факт. Итого, на сегодняшний день картина следующая. Информация опубликована, часть фоновых фактов подтверждается, ключевое утверждение о месте службы Зинченко-старшего и о дате его перевода официально не подтверждено и не опровергнуто, крупные СМИ пока обходят эту тему стороной. Это классическая ситуация, когда инсайд уже вброшен, а проверять его по-настоящему никто особо не торопится. Именно поэтому я и решил высказаться. Что это может означать, если информация правдива? С точки зрения закона, без эмоций и без политических оценок можно сказать следующее. Первое. Само по себе переведение военнослужащего Государственной пограничной службы с одной должности на другую – абсолютно законная процедура. Кадровое перемещение происходит постоянно. Человек может быть переведен по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по служебной необходимости и в связи с реорганизацией, по десятку других оснований. Пока мы не видим приказа, мы не можем утверждать, что перевод был незаконным. Второе. Совершенно другая картина возникает, если целью перевода было не выполнение служебных задач, а создание условий, при которых следствию будет максимально сложно работать с этим человеком.
Если Федор Зинченко обладает сведениями, которые имеют значение для уголовного производства по убийству Фарион, то его размещение на режимном объекте центрального аппарата силовой структуры может рассматриваться как создание искусственных препятствий для проведения следственных действий. В уголовном праве Украины это может квалифицироваться по статье 376 Уголовного кодекса «Препятствие осуществлению правосудия» или по статье 364 «Злоупотребление служебным положением». В отдельных случаях возможна статья 367 «Служебная халатность», если должностные лица просто закрыли глаза на очевидные риски. Третье. Близкий родственник обвиняемого в умышленном убийстве – это всегда потенциально важный источник информации. Даже если он сам не является свидетелем преступления, он может знать о круге общения сына, о его взглядах, о возможных контактах, о перемещениях, о финансовом положении семьи. Следствие имеет полное право с ним работать, и государство в лице своих органов не должно создавать условия, при которых такой человек оказывается фактически за забором режимного объекта без прозрачных процедур. Четвертое. Ответственность должностных лиц, если будет доказано, что решение о переводе принималось с ведома или по прямому указанию лиц, отвечавших за кадровую политику ГПСУ, и если будет установлен умысел на затруднение расследования. Это уже вопрос уголовной ответственности конкретных руководителей. Пока таких доказательств в публичном пространстве нет. Есть только логические построения журналистов. Пятое. Нельзя сбрасывать со счетов и другой возможный мотив. Автор одного из материалов пишет, что перевод мог быть сделан для избежания возможной мести со стороны патриотически настроенных граждан, то есть версия защиты человека от самосуда. Такая версия тоже требует проверки. Если она подтвердится документально, то юридическая оценка будет совершенно иной. Что произойдет дальше? В этой ситуации необходимы 3 конкретных шага. Первый. Государственная пограничная служба Украины обязана дать официальный максимально прозрачный ответ. Где именно сегодня проходит службу старший лейтенант Федор Зинченко? Когда и на каком основании он был переведен? Было ли это решение согласовано с органами, ведущими расследование дела об убийстве Ирины Фарион? Без этих ответов информационный шум будет только нарастать. Второе. Орган досудебного расследования по делу Фарион должен проверить, не создавались ли искусственные препятствия для работы с Федором Зинченко. Если такие препятствия были, это отдельный эпизод, который требует правовой оценки. Третий. Журналисты, которые подняли эту тему, должны продолжить работу с документами, а не останавливаться на уровне инсайдов. Общество имеет право знать, подтверждаются ли эти сведения или нет. Итак, вывод. На сегодняшний день информация о том, что отца обвиняемого в убийстве Ирины Фарион укрыли в администрации ГПСУ, остается непроверенной. Она выглядит сенсационно, она ставит очень неприятные вопросы, но пока не подкреплена официальными документами. Если она подтвердится, это будет серьезным ударом по доверию к беспристрастности расследования одного из самых символичных преступлений последних лет. Если не подтвердится, тем, кто ее распространил, придется объясняться. Я как юрист настаиваю на одном. В делах такой общественной важности не должно быть зоны молчания. Государственные органы обязаны отвечать, следствие обязано проверять, а общество имеет право получать факты, а не только версии. Я буду внимательно следить за развитием этой истории. Как только появятся официальные документы, опровержения или новые подтверждения, я обязательно вернусь к этой теме и дам дополнительные комментарии. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.